она состоит в том, тема состоит в том, чтобы найти ток-фазовое соотношение. Дальше будет специальное сокращение для этого термина CPR, Current Phase Relation, некого объекта. Это проволочка из вот такого материала, индиарсеникум. Она, кстати, вот здесь вот видна на картинке. Значит, получается она каким-то таким методом, в общем, на подложке оказывается очень много таких проволочек, и тем, кто хотят какое-то устройство сделать из этой проволочки, нужно долго-долго сидеть за микроскопом и искать проволочку там, подходящего размера, в подходящем месте лежащую, чтобы она там чтобы ей не мешали другие какие-то проволочки. Вот. Ну, в общем, чем-то это похоже на изготовление каких-то устройств из графена, чтобы немножко знакомы. Вот. А проволочки эти не просто состоят вот из этого материала, который при этом является полупроводником, они очень маленькие, то есть в них ограниченное количество электронов. Они действительно из-за того, что очень маленькие, чувствуют электрическое поле, то есть электрическим полем там можно наводить плотность, но при условии, если проволочка присоединена к какому-то крупному проводнику, который служит землей. Вот как здесь, кстати, показано, то есть вот эта проволочка, на нее цепляется вот такая штука, клешня, и она потом куда-то далеко там уходит и садится на землю. Вот. И тогда, если приложить напряжение между землей и чем-то еще, то возникает электрическое поле, которое наводит в проволочке лишний заряд. Таким образом можно двигать энергию Ферми. Вот. И проволочка еще при этом покрыта алюминием. Вот как здесь видно, она на самом деле довольно толстая. Можно этот алюминий немножко стравить, контролируемо нужное его количество, и получить проволочку нужного свойства. Вот. То есть, на самом деле, полупроводниковость этой проволочки, она определяется не только свойством самого материала, из которого она сделана, но еще количеством алюминия, которое налеплено с боков. Вот если очень много будет алюминия, то проволочка будет просто сверхпроводником. То есть вот этот берег, он сверхпроводящий, и этот тоже сверхпроводящий. А если алюминия будет немного, то проволочка уже будет полупроводниковая, и вот, собственно, вот здесь возникает слабая связь. Правильнее назвать эту слабую связь СНС контактом, потому что серединка, она хоть и полупроводниковая, но с точки зрения наличия или отсутствия сверхпроводимости, она является нормальным металлом, в общем, нормальным проводником. Вот. А какие это размеры? Так, ну вот характерная длина, да, что-то вот в самой статье как-то странно не видно, может там где-то в тексте скейл-бара есть. Ну вот характерная длина вот это 150 нанометров, вот этого короткого мостика. Толщина? Так, по очереди. Кто-то задал вопрос. Толщина? Давайте начнем с Саши, а потом, по-моему, это Юля. Саша, давай. А это был один и тот же вопрос. Тогда я не услышал его. Толщина проволочки. Толщина проволочки варьируется, она порядка нескольких десятков нанометров. Вот. Ну, соответственно, если вот это вот 150, то ширина у нее, наверное, 50, диаметр 50 нанометров, что-то около того. Вот. Ну и вот эти вот проволочки, у них, оказывается, интересное ток-фазовое соотношение, хоть они являются слабой связью, и они джезасонят, но они джезасонят немножко необычно. У них ток, который течет через эту слабую связь, зависит от фазы не синусоидально, а по какому-то более сложному закону. Вот, собственно, статья посвящена тому, чтобы этот закон померить. А чтобы это сделать, проволочку вот так вот заключают в такое устройство, которое, по сути, просто является сверхпроводящим кольцом с слабой связью. Чем-то похоже на RF-сквид, только разница в том, что у RF-сквида вот это кольцо, оно должно иметь индуктивность больше, чем джезасонская индуктивность. А здесь у этого кольца наоборот, индуктивность сильно меньше, чем джезасонская индуктивность. Вот. Двигаемся дальше. А зачем здесь такой какой-то квадратик, не закорачивающий, но соединенный с проволокой на конце? Я не знаю, у меня две гипотезы. Первая, этот квадратик позволяет проволочке не отвалиться под действием, там, не знаю, смывания каких-нибудь жидкостей. А второе, может быть, этот квадратик — это метка, с помощью которой возможно найти
эту проволочку, и, возможно, даже ее поставили не специально, а вот как с графеном я делал, я на подложке просто вслепую лепил поле из крестов, возле каждого крестика был номер, и когда мне нужно было подвести какие-то контакты литографические, я просто знал, возле какого номера там у меня лежит мой кусок графена. Здесь, может быть, вот эта метка, она просто случайно наступила на проволочку. Точного ответа я не знаю. Но она явно не нужна для функционирования девайсов как сверхвходящее устройство. Да, хорошо, спасибо. Пожалуйста. Вот. Так. Значит, я вам напомню, что у нас уже вот этой группы авторов, ну, точнее, костяка этой группы, здесь вот Чарльз Маркус и вот два товарища, скандинавские имена которых мне трудно произнести. Значит, кто-то уже делал доклад, может быть, я, может быть, Глеб, но, в общем, мы рассказывали про то, как они делают кубиты с использованием этих проволочек. Значит, они это делают в Копенгагене. Вот эту статью они уже конкретно написали в коллаборации с сотрудниками из Стэнфордского университета, первый и последний автор из Стэнфорда. Вот. Но остальные авторы, они, в общем, работают в Копенгагене в группе Чарльза Маркуса и довольно давно занимаются, в том числе вот этими вот проволочками. В 2015 году у них была статья, где они, вот эта вот статья, первая верхняя, где они докладывали, как они смогли сделать трансмон. То есть заменили S и S, джейсонский контакт, вот этой вот проволочкой, и, в принципе, получился трансмон, обычный трансмон. Вот. Времена когерентности у них на тот момент были 1 микросекунда, и в этом же самом журнале, там, по-моему, либо следующая, либо предыдущая статья, но, в общем, они как бы скоординировались, как-то вместе подали. Была другая группа, группа Лео, как он называется-то, Ди Карло, по-моему, в общем, который в Дельфте работает, который известен тем, что двухкубитный гейт там нормально впервые сделал. Вот эта группа, она тоже с помощью похожих проволочек сделала трансмон, и, в общем, в одном журнале они выпустили статью, и это все называется гейтмон. То есть трансмон, который с помощью гейта можно перестраивать, гейтмон. А гейт — это металлический электрод, вот здесь он изображен, который близко подходит к проволочке, и, собственно, на него подается некое напряжение. В с индексом G, это может быть BG или TG, там, топ-гейт, bottom-гейт, ну, это просто сторонний гейт. Вот. И если вы подаете напряжение вот к этой штуке, то оно, соответственно, возникает между этим электродом и Землей, в роли которой, ну, не обязательно назвать Земля, вот другой электрод, в роли которого служит трансмон. И, соответственно, вот здесь наводится заряд. И этот заряд, он просто двигает энергию Ферми, и, соответственно, вы можете менять что-то там в этой слабой связи. А это... Да, вот так это схематически изображается. Это чем-то хорошо? То есть вроде бы ведь как бы еще зарядовый кубит управлялся таким же способом, но из-за того, что есть зарядовый шум, от этого ушли. Чтобы зарядовый кубит управлялся затвором, ему нужна была большая зарядовая дисперсия. И вот эта самая зарядовая дисперсия, она ловила шумы. А здесь для того, управляться вот этим сторонним кубитом, не нужна зарядовая дисперсия. То есть зарядовая дисперсия, она Понятно, понятно. То есть на самом деле, да, понятно, хорошо. То есть тем самым зарядовый шум, он, в общем, к нему может быть нечувствительным, у затвора может быть очень большая емкость, в принципе. Да, вот чувствительность вот этого вот этого устройства к зарядовому шуму в гейте, она примерно такая же, как чувствительность сквида того же самого трансмона к магнитному полю. То есть она есть, но просто сам ящик куберских пар, чтобы работал, ему пришлось сделать вот эту огромную такую чувствительность к напряжению, и это уже привело к большой чувствительности к шуму. Вот. А здесь эта проблема, она, конечно, есть, но она, видимо, не такая серьезная. Вот. Ну и, как я уже говорил перед тем, как начался доклад в неформальной беседе, что в последующих статьях этих же самых авторов говорится, что, возможно, в этом типе кубитов
с помощью нестандартных ток-фазовых соотношений каким-то образом уменьшать зарядовую дисперсию. Я в это не вник еще, но как бы поверил на слово, что, да, наверное, это возможно, поэтому, наверное, эта ручка дополнительная, она может быть полезна или даже более полезна, чем смещение потоком. Вот. Но сразу скажу, что в самых свежих их статьях, по-моему, 18 года, 17 или 18 года, у них там времена когерентности до 10 микросекунд, то есть не шибко хорошие времена у таких гейтмонов. Хотя, с другой стороны, если делать с помощью таких слабых связей не трансмоны, а какие-то защищенные кубиты по типу 0π кубита или какого-то там флаксониума тяжелого, может быть, не так-то уж и важно, что есть какая-то там потери за счет заряда шума, то есть, может быть, сам кубит, он не будет к этим потерям чувствителен, пока он хранит информацию, пока его не считывают. Вот. Ну, в общем, я не могу сказать, что это прям супер хорошо. То есть серьезно этим занимаются сейчас, по сути, только две группы, вот, в Копенгагене и Делфте. И кроме этих кубитов они делают много чего еще. То есть не сказать, что у них прям фокус на этих кубитах. Ну, как бы сделали, какие-то свойства периодически публикуют. Вот. Как-то так. Ну вот, такая вот напоминалка про статью, которую уже на нашем журнальном клубе обсуждали. И вот в этой второй статье была такая фраза, значит, они не могли, здесь вот показан однотонный спектр, а они не могли двухтоновый спектр зафитовать аккуратно с помощью обычного, привычного нам трансмона. И, как оказалось, это потому что, когда вы фитуете, вы предполагаете синусоидальное ток-фазовое соотношение. Ну, грубо говоря, вы хотите зафитовать спектр трансмона как штуку, которая фактически описывается корнем из произведения джексоновской энергии на зарядовую. Вот. А если ток-фазовое соотношение это не синус фе, какое-то более сложное, это уже не вполне работает. И, в общем, авторы вот той статьи 2015 года для того, чтобы сделать фит аккуратный, им пришлось вот предположить, что вместо потенциала спиральной доски нашего косинуса со знаком минус, нужно взять вот такую функцию. Видно, что если t будет равно единице, некий такой подгоночный параметр, то тогда у вас получится косинус, да, то есть потенциал синусоидальный. А если здесь будет какая-то не единица, а что-то меньшее, то уже что-то посложнее получится. Вот, где k это имеет смысл джексоновской энергии. Вот. И Иван, если ты говоришь, что тебя плохо слышно. Да, точнее, вообще не слышно. меня что-то выбросило, я вот вернулся. Так. А что ты говорил на предыдущем слайде? Самое последнее. Да, там не слышно. Вот здесь, да? Ну, в общем, авторы поняли, что синусоидальное ток-фазовое соотношение не работает, взяли какое-то почти что от балды другое, им зафитовали. В принципе, когда много фитин параметров, чем угодно можно зафитовать. Вот. А сейчас они задались вопросом, какое все-таки это ток-фазовое соотношение, как оно должно выглядеть. Окей? Угу. Вот. Сейчас я перейду на следующий слайд. Ну вот, собственно, начинается вот эта статья. Как они померили ток-фазовое соотношение. Здесь вот видно вот это вот колечко, в которое включена слабая связь. Это колечко лежит на подложке, в которой уже предусмотрено то, что ну, там такая многослойная структура, среди которой есть некий электрод. Видимо, можно как-то объединить его носителем заряда, и какая-то его часть станет непроводящей. И вот получается такое как бы кольцо. Вот. Через это кольцо можно пропускать ток. Соответственно, этот ток, он генерирует
через наше колечко исследуемое некий поток. Вот, в принципе, все это можно калибровать и знать при вот, данном токе, какой будет проходить поток через кольцо. А вот этот поток, он уже в случае кольца с малой индуктивностью однозначно связан с перепадом фазы на слабой связи. Ну, однозначно, то есть известно, какая формула. Перепад фазы — это будет 2π умножить на поток, делить на кванту потока. Это понятно, да? Вы меня слышите? Да, понятно. Да, хорошо. Вот, соответственно, вы можете менять, известно, какой будет перепад фазы вот здесь вот на колечке, в зависимости от тока, который здесь вот как-то проходит. И при этом вы можете поднести некий сквит и с помощью него померить, собственно, какой магнитный поток по факту есть. Вы можете их сопоставить, вычесть одно из другого и получить, какой магнитный поток генерируется вот этой петлей, то есть узнать, какой ток течет по петле. И таким образом вы можете составить соотношение между током, который течет в петле, и перепадом фазы, который вы задаете с помощью внешнего магнитного поля. Вот. То есть фактически вот так вот вы можете померить ток-фазовое соотношение. Для того, чтобы этого сделать, вам нужно какой-то сквит, который вы можете по желанию поднести или убрать вот из этого места. И в этом может помочь использование сканирующего сквит-микроскопа. То есть существуют такие сквит-микроскопы, с помощью них можно какие-то магнитные структуры, там, домены исследовать. Ну, в частности, вот, авторы используют это для того, чтобы померить магнитный поток в кольце, который по факту там состоит из внешнего и индуцированного. Окей? Если нет вопросов, двигаюсь дальше. Мне кажется, сейчас, тут ведь, я так правильно понимаю, что это использование такого сквида внутри колечка не является необходимостью. Можно, в принципе, его где-то снаружи поставить, и не обязательно должен быть убираемый. В принципе, да. Можно поставить где угодно, вот здесь вот в пределах кольца. Тогда вам просто будет труднее фитовать вот эту формулу. Вот авторы, они когда фитовали, они говорили, что у них есть некий поправочный коэффициент за счет того, что вы не в точности в серединке ставите, и там какой-то коэффициент, ну, очень небольшой был. Если вы умеете этот коэффициент заранее как-то предсказывать, то, наверное, не важно. Вот. Но, по крайней мере, чтобы форму увидеть, что она не синусоидальная, этого не важно. А если вы поставите где-то снаружи кольца, то просто, ну, понятно, что силовые линии здесь размазанные будут, и чувствительность будет очень слабая. А так, да, не обязательно прям совсем в центре. Ну, речь скорее про убираемость его, про то, что вот он может быть сделан тут, наверное, и просто совсем. Точно так же вот литографически. Наверное, может быть, да. Но здесь столько много слоев, что я думаю, я как человек, который занимается технологией, мне кажется, это был бы перебор, потому что нужно было бы еще какой-то слой очень хорошего диэлектрика сюда положить, сделать вот эту петлю, отдельную литографию, и сделать так, чтобы электроды там вот эти вот не пересекались еще с этим электродом. Тут и так есть система из 3 разных электродов, электрод, который сюда подводится, вот на Землю, бэкгейт, и еще кольцо, по которому течет ток. Вот. И еще какую-то 4-ю систему электродов, ну, мне кажется, тоже было бы сложно. Если у людей есть вот такой спид-микроскоп, Нет, ну это понятно, конечно. то, мне кажется, это было бы удобно. Вот. Ну, значит, что они увидели? Увидели, что действительно ток-фазовое соотношение не синусоидально. Вот здесь для примера пунктирный синус нарисован, и то, что по факту намерили. Чаще всего, они померили много таких проволочек, и чаще всего получалось, что наклон ток-фазовой характеристики он немножко вперед идет. Вот. Ну, периодичность по π сохраняется. Вот. Первое, что, конечно, напрашивается сделать, это посмотреть, какие здесь есть еще гармоники, то есть взять преобразование Фурье. Вот. И, значит, они видят, что есть коэффициенты в этом преобразовании мнимые, а есть действительные. И действительные, и они там как шум, их практически нету. Есть только мнимые коэффициенты преобразования Фурье. Вот. Из чего они делают вывод, что раз мнимые, там складываются синусы, делятся на и, ну, получается, что у вас ток-фазовое соотношение скорее синусоидальное, чем косинусоидальное. То есть каких-то четных членов в ток-фазовом соотношении не должно быть. То есть это какие-то должны быть синусы. Вот. Ну и, соответственно, они фитуют вот эту кривую вот набором синусов. Ну, на всякий случай включая сюда все-таки какой-то сдвиг фазы.
ну, в сапплиментаре там очень много про это говорится, что они пробовали разворачивать магнитное поле внешнее, то есть фактически вот эту фазу, как вперед, так и назад. То есть вот два случая у них есть. Иногда у них получался гистерезис, они там как-то это объясняли, но это не было интересно в рамках этой статьи. Чаще всего гистерезиса не было, а вот этот вот сдвиг фазы, он, если и был, то был одинаковый для движения вперед и назад, и был маленький. Вот. Собственно, дальше будет анализ вот этих вот ток-фазовых соотношений, их будет очень много, они все будут друг на друга чем-то похожи. Анализ будет заключаться в том, что будет фитоваться это соотношение либо вот этой вот формулкой теоретической, либо вот этой вот формулкой чисто феноменологической, чтобы понять, сколько синусов с какими периодами содержится вот в этой вот кривой. Ну и, в принципе, большую часть результатов они объяснили с помощью вот этой вот теоретической формулы верхней. Значит, это модель короткой слабой связи, которая работает тогда, когда размер мостика намного, ну не намного меньше, значительно меньше, заметно меньше, чем кси, чем длина когерентности. Вот. Значит, ну что здесь главное можно увидеть, то что есть вот такая вот часть, которая, в принципе, синусоидальная, есть некая поправка, тут вот знаменатель, есть некий множитель еще тангенс, который от температуры зависит. Если температура будет очень низкая, то этот множитель просто превращается во что-то, в единицу, да? Единица. Вот, и мы остаемся вот с этим множителем, видимо, нельзя вот этот вот лишний множитель здесь внизу. Значит, если у вас несколько мод, то для каждой моды вот эти множители, они складываются. Причем у каждой моды есть некий параметр t, это просто-напросто прозрачность моды для электронов в нормальном состоянии. Вот, то есть, если бы вы работали не со сверхходящими электронами, а с нормальными электронами, то электроны при попытке перейти слева направо, даже если здесь нет никаких туннельных барьеров, они бы с какой-то вероятностью могли бы отразиться. Вот, и вот это вот тау, которое характеризует это отражение, точнее, скорее прохождение, это прозрачность моды. Значит, что такое мода? Мода — это когда у вас возможны разные волновые вектора в направлении вдоль проволоки, но при этом один и тот же волновой вектор в направлении перпендикулярно проволоке. То есть, грубо говоря, у вас из-за того, что проволока узкая, в ней есть пространственное квантование по ширине. И когда у вас вот волновая функция, описывающая движение в перпендикулярном направлении, одна и та же, то все состояния с разными движениями вдоль, они составляют одну моду. И получается, что каждая мода, она вносит вот такой вот вклад в ток, который течет через мостик. Иван, тут может такой вопрос? Тут, судя по тому, что здесь написано, все-таки мышьяковая проволочка, она не покрыта в том месте, которое чисто, которое выступает в роли слабой связи. Не покрыта алюминием. Да, они говорят, что они до конца не стравливали. Может быть, там они специально не стравливали до конца, может быть, просто так получилось, что что-то осталось. Но в целом они говорят, что как бы важно, чтобы вы просто стравили, сделали слой алюминия поменьше и увидели, что проволока получила полупроводниковое свойство. А вот здесь вот это не фотография, это просто схематическая картинка. Ну, понятно, да. Вот. То есть, да, действительно, здесь написано, что здесь нет алюминия, но в тексте говорится, что все-таки какая-то корочка остается. И более-менее она даже как-то важна, чтобы правильные свойства получились. Вот. Ну, хорошо, значит, вот такой моделью они там фитовали, но для анализа вот этих кривых разных все-таки нужно смотреть на разложение Фурье. Вот, и давайте посмотрим, что получается. Ну, во-первых, мы видим для одной и той же проволочки набор ток-фазовых соотношений при разных приложенных напряжениях. Вот этот вот бэкгейт, который меняет электродную плотность, он, оказывается, меняет и вид ток-фазового соотношения. Вот видно, что где-то он в одну сторону наклонен, где-то в другую сторону наклонен, потом у него амплитуда может упасть, оно может стать похожим на синусоидальное, потом опять в одну сторону наклоняется, в другую. Но, в общем, получается, что ток-фазовое соотношение, оно меняется вот этим бэкгейтом. Значит,
Ну и для каждого такой кривой, они все сдвинуты в вертикальном направлении, просто чтобы не накладывались друг на друга. Для каждой такой кривой можно сделать разложение Фурье и посмотреть, как меняются коэффициенты Фурье в зависимости от приложенного напряжения. Вы меня слышите? Мгм. Связь хорошая, да? Да. Нет. Да. Вот. Значит, ну, они говорили, что, в принципе, можно было бы смотреть на вот эти вот пички, какие-то, вот, какой-то шум, или там мезоскопические флуктуации, какой-то беспорядок, но вот они утверждают, что нет. Анализ, который они проводят, говорит о том, что это не беспорядок, это просто включение определенных мод, то есть когда вы просто двигаете уровень Ферми, он может совпасть с каким-то уровнем в проволоке или не совпасть. Вот, то есть может быть в резонансе уровень Ферми с андреевским каким-то уровнем, либо не в резонансе. Вот. Ну и в частности они делают фокус на вот этой вот узкой области вблизи точки, как бы ее по-русски назвать, точка объединения. То есть если свипывать затворное напряжение дальше вниз, в область отрицательных напряжений, то вы просто высосите столько электронов с проволочки, что там останется только одна мода. Вот. И это будет называться объединением. То есть вы сделаете проволоку больше похожей на диэлектрик, выключите ее. Вот. Что они еще говорят? Они еще обращают внимание на знак вот, коэффициента А2, когда он становится такой, когда А2 маленькое становится отрицательным, то есть А2 и А1 они становятся одного знака, тогда получается, значит, наклон ток-фазовой характеристики влево. Ну, это понятно, потому что если сложить два синуса с периодом, отличающимся в 2, ну, у вас как бы получится пупырышко возле нуля лишнее, да, и как бы ток-фазовая характеристика сместится влево. Вот, они говорят, что это какой-то особый случай, что это редко бывает, ну, чуть позже там будет больше графиков, но в целом они не очень понимают, почему это происходит. Вроде бы по теории вот этой вот короткой связи этого не должно быть. То есть если проанализировать вот это выражение, то вы увидите, что всегда будет фазовая характеристика наклонена вправо. Вот. Ну, иногда бывает, что влево, и видно, что наклон меняется. Вот. Ну, в общем, они фокусируются на вот этой вот области. Самое интересное, потому что здесь вблизи точки объединения, то есть там, по идее, должно быть меньше всего мод. И, собственно, вот этот же самый график, только увеличенный, он есть на следующем слайде. Значит, вот эти коэффициенты А1, А2, А3 и так далее, они здесь изображены. Значит, как они ищут какое-нибудь такое напряжение, при котором будет всего лишь одна или хотя бы там какое-то очень маленькое количество, может быть, две моды. Вот, для этого нужно, чтобы коэффициент А1, то есть основная синусоида, он был как можно меньше, а коэффициент А2 как можно больше. Вот. Ну, в масштабах вот этого графика этого не видно, но в принципе вот здесь где-то вот есть такое место при минус 2,35 вольтах. Вот. И для этого места пусть здесь и очень маленькие амплитуды все, то есть очень маленький критический ток получится, но тем не менее он есть, то есть его можно аккуратно померить. Это вот где-то вот здесь, короче говоря. Они берут какую-то ток-фазовую характеристику, которая в масштабах этой графики похожа на прямую линию. И ее промеряют, и у них оказывается, что у него будет самый большой вот сдвиг в горизонтальном направлении, то есть самая большая несинусоидальность. Вот. И уже встав вот в эту точку по затворному напряжению и увидев вот такую очень, очень сильно белообразную ток-фазовую характеристику, они ее фитуют теперь уже вот такой вот формулкой по модели короткой связи. И у них получается, что очень хорошо это все фитуется вообще одной модой. Вот. То есть здесь есть несколько вариантов. Они взяли температуру, которая у них ну, там видна на термометре криостата, и только одну моду, и, значит, у них получилось
transmission единичка, да? Вот, ну, в общем, что они попробовали еще сделать? Они попробовали не фиксировать температуру, потому что температура устройства может быть выше за счет шумов, чем температура криостата. И у них получилось чуть-чуть получше фит, то есть, ну, правда, параметров больше. То есть температура 30 милликельвин и прозрачность моды 0,98. Вот, то есть утверждается, что они изготовили проволочку с очень малым количеством электронов, фактически там одна только пространственная мода. Можно сказать, что движение поперек проволоки заморожено, только вдоль. И вот в этом случае, если еще и прозрачно сделаете единицу, у вас будет не синусоидальное ток-фазовое соотношение. Вот. То есть если вы где-нибудь будете читать там книги, например, Шмидта, и встретите не синусоидальное ток-фазовое соотношение, то теперь для вас это будет не абстракция какой-то, а вот вы реально знаете, что существуют такие устройства. Действительно. И что для этого нужно? В частности, можно взять полупроводник с малым количеством носителей заряда в нормальном состоянии, в нем образуются андреевские уровни, и если прозрачность таких единиц, то получается вот так. Окей, двигаемся дальше. Можно только заметить здесь, что на самом деле, значит, вообще-то пилообразное ток-фазовое соотношение, вот, ну, что-то похоже на вот это, да, вот это похоже на пило уже. Вот. Пилообразное ток-фазовое соотношение получается часто просто в СНСах, значит, где мод вообще, наверное, очень много, вот. Но там такая штука тоже получается. По каким-то другим, кажется, причинам. Не по... Вот по причине андреевских уровней в N-электроде, или по какой-то другой причине, сейчас не вспомню. Вообще, по идее, должна писаться андреевскими уровнями, правда, в диффузном пределе, наверное. Ну, если все эти уровни будут одинаковые, по крайней мере, вблизи энергии Ферми, и у них будет одинаковая прозрачность, то, может быть, тут важны будут только какие-то старшие члены суммы, и тогда, в принципе, мало чего меняется. Я думаю, что там формула вот такая вот. Не, вообще, наверное, такая должна быть, по идее. Ну ладно, давайте мы не будем туда все, Да. потому что я не знаю точно, как это получалось. Вот. Да. Вот, ну, еще один аргумент их в пользу того, что это не какой-то беспорядок, значит, ну, по крайней мере, что это не объясняется каким-то беспорядком или там, может быть, туннелируем через какие-то квантовые точки, это то, что по их модели получается прозрачность единица. А что такое прозрачность единица? Ну, поскольку здесь резонансный эффект, как они предполагают, то есть туннелирование через андреевские уровни, получается, что есть некий барьер слева и справа от проволочки, из сверхпроводника сначала проникает, ну, как бы, не то чтобы куперовская пара, в общем, она отражается от барьера, а электрон как бы отражается внутри проволочки. И вот эти вот, если две прозрачности слева и справа поставить одинаковыми, и при этом уровень Ферми поставить в точности в резонанс с андреевским уровнем, то получится тау равно единице. Вот. Они говорят, что в принципе у них нет каких-то причин, чтобы у них левая и правая сторона была разные. Вот, то есть, в принципе, похоже на правду. То есть, как бы это говорит в пользу модели. Потому что прозрачность получилась единица. Так, двигаемся дальше, да? Ну да, давай. Вот, ну, в принципе, можно задаться таким вопросом, как сделать как получить в этой проволочке синусоидальное ток-фазовое соотношение. Вот, но это можно увидеть, посмотрев на вот это соотношение. Если тау сделать очень маленьким, то тогда вы можете просто чего сделать? Здесь у вас получится какой-то множитель просто-напросто. То есть изменение фазы не будет менять вот этот множитель. Ну и здесь, соответственно, у вас получится тоже единица. В общем, останется только вот этот синус. Вот. Но они в эксперименте не могли менять прозрачность, но они посимулировали немножко, ну вот используют эту формулу и вот просто показывают, что будет, если тау будет отличаться от единицы, ну вы получаете синусоидальное фазовое соотношение. То есть у вас будет доминировать
основная гармоника. Вот. Так, ну и что еще можно сделать? Еще можно нагреть образец. Вот, тогда вот этот тангенс, он вместо единицы превратится в линейную функцию от вот этого аргумента, и, соответственно, вот эти скобочки, они сокращаются. И опять у вас останется синус. И, собственно, вот это они уже смогли увидеть в эксперименте, то есть они просто нагрели образец и увидели, как вот эти вот гармоники, ну, конечно, А1 тоже падало, но вот эти вот падали быстрее. Вот, и в итоге где-то вблизи критической точки получилось так, что осталась только одна гармоника. Действительно осталось синусоидальное ток-фазовое соотношение. Вот. Дальше. М. Так, И это, кстати, отражает тот простой факт, что вблизи ТЦ всякий сепроводник описывается Генрухом Ландау, в котором получается синусоидальное ток-фазовое соотношение для любой слабой связи. да, да. Но Они даже, по-моему, здесь, это говорили. здесь формально от того, что тангенс превращается в свой аргумент и сокращается со знаменателем. Вот. Но это должно быть в любой модели, так, не только в этой. Да. Вот. Так, дальше вот они обращают внимание на такие узкие диапазоны затворного напряжения, где их картинка благостная ломается, и ток-фазовое соотношение становится наклоненным в другую сторону. Значит, они говорят, что для этого может быть очень много причин. Видимо, их эксперимент не позволяет эти причины отличить, но они их там перечисляют, в том числе довольно подробно перетирают в сапплиментаре. Вот если кому-то интересно, можете туда заглянуть, но я не стал открывать этот ящик Пандоры, честно говоря. Вот. Но вообще, да, то есть, что здесь происходит вот в этой области? Коэффициент А1 становится очень маленький, коэффициент А2 становится довольно большой, и может получиться так, что их отношения... ну и причем А2 само еще не просто довольно большое, оно еще и отрицательное. Вот как вот здесь видно, из приведенного 2. Нет, не отрицательное, оно становится сейчас, оно одного знака, да. То есть вот коэффициент А2, который есть отношение А2 большое к А1 большое со знаком минус, оно уходит в отрицательную область. Здесь было видно, вот у них очень маленькое количество мест, где это происходит. Вот, и они говорят, что там, может быть, это беспорядок как-то там или еще что-то, но, в общем, мы не знаем, поэтому вот предлагаю несколько объяснений. В целом, хорошего объяснения у них нет в рамках этой статьи. Вот. Дальше, что еще можно сказать по образцам? Они сделали множество образцов, вот здесь есть полный список. Кто-то спрашивал, какой размер поперечного образца, вот диаметры приведены. Все это варьировалось, потому что, естественно, на подложке лежит каша из разных проволочек, и в этой каше они там выбирают несколько проволочек, самых таких, к которым интереснее приподняться, удобнее всего приподняться. Вот. Самые разнообразные размеры, длина, ширина, все это варьируется. Они, конечно, попробовали какой-то анализ данных здесь сделать, увидели, что от длины А1 ну, как-то непонятно, меняется или нет, скорее не меняется. Надо сказать, что А1 это практически, это штука, которая практически определяет критический ток, величину критического тока. Вот, то есть от длины проволочки критический ток, видно, он меняется не от длины, а от чего-то еще. Вот. Теперь попробовали найти корреляцию между А1 и А2, ну, путем построения зависимости приведенного коэффициента от длины. Ну, здесь они уже увидели какую-то зависимость, хотя тоже довольно большой разброс. Вот. И если не прикладывать к проволоке никакое напряжение, то получается, что всегда у вас будет наклоненная вправо ток-фазовая характеристика. Вот. Не знаю, если можно ли из этого высказывания извлечь какую-то полезную информацию. Не знаю. Потому что, в принципе, если приложить напряжение, то вы можете получить наклон в другую сторону. И как бы чем проволочка с приложенным напряжением хуже, чем проволочка без напряжения, я не знаю. Вот. Здесь, значит, что? Убывает критический ток с движением вниз по графику, а в списке критический ток самый маленький наверху. Вот. И я как-то не вижу закономерности между шириной проволоки и
между величиной критического тока. То есть я не могу сказать, что если вы сделаете проволоку уже, у вас там будет меньше пространственных мод, и тогда у вас будет там меньше критический ток. Вот. Как-то вот я здесь не вижу такой закономерности, не знаю, почему так. Хотя ее можно было бы ожидать. Есть ли у них связь? Сейчас, слушай, значит, вот коэффициент Тау здесь, да? Он действительный, да, ведь Тау он действительный. Вроде да. Прозрачность действительно, да, это прозрачность уже по вероятности. И она действительная. Да, тогда действительно как-то не очень понятно. Ну, может быть, у них как бы есть номинальная толщина проволочки, а есть толщина за вычетом всяких там каких-то оксидов или еще каких-то неприятных вещей, я не знаю. Но вот есть такой интересный факт, на который я обращаю внимание, и да, может, беспорядок здесь какую-то роль влияет эффективно меняет толщину. Вот. Как-то так. Ну, собственно, все, что есть в этой статье, из того, что можно доложить релевантно к нам, на этом я заканчиваю и делаю вот такое summary, что кубиты можно делать не только из джексонских контактов, но это мы уже на нашем журнальном клубе обсуждали. У трансмонов с такими проволочками характерные времена когерентности Т2 составляют около 10 микросекунд в каких-то сладких точках. И, казалось бы, это не очень хорошо, но, с другой стороны, если вдруг зачем-то нужна будет дополнительная ручка перестройки кубита напряжением, то если вы делаете защищенные кубиты, то, наверное, это не очень важно. То есть время 10 микросекунд — это уже довольно приемлемое такое время, чтобы что-то из этого делать, какие-нибудь 0 пикобит, например. Вот. Еще один плюс, который авторы упоминают в своей статье, это то, что эти кубиты выживают в магнитном поле. Вот. То есть если провода к ним сделать из нитрида необия титана, то там какие-то десятые доли теста, по-моему. Вот. Может быть, это тоже какой-то плюс. Ну, то есть они сказали, что это плюс, но я не вижу такой ситуации, зачем нам нужно было бы пихать кубит в какое-то очень сильное магнитное поле. Но, тем не менее, упомянуть это стоит. Вот. Ну и самое главное, что, может быть, кому-то интересно будет изучить и потом доложить, если это действительно полезная штука, это вот автор утверждает, что такие вот несинусоидальные ток-фазовые соотношения помогают контролировать зарядовую дисперсию и ангармонизм трансфонов. При этом независимо оставляя критический ток, может быть, с использованием другой ручки, например, потока, оставляя его неизменным. То есть вы можете как бы менять, грубо говоря, частоту, не меняя частоту кубита, менять его ангармонизм. Вот, может быть, это полезно. Как-то так. У меня все. Угу. Ну, вот по поводу последнего пункта, который здесь был написан и не озвучен. Вот. Мне казалось, что в принципе как раз синусоидальная связь — это скорее частный случай, синусоидальные ток-фазовые соотношения. А если сделать абы что, то вдали от ТЦ там всегда будет не синусоидальное ток-фазовое соотношение. Причем еще, как правило, с кингистерезисом оно получается. Ну Вот. да, вот меня тоже эта статья заинтересовала, потому что если мы будем слишком глубоко зайдем с тем, чтобы уменьшать толщину пленки алюминия, то может оказаться, что там нужно быть немножко поосторожнее в интерпретации экспериментальных данных, и может быть где-то это не синусоидальность вылезет. Ну, в принципе, скажем, значит, вообще, конечно, вот модель не описывает просто обычный джексоновский контакт, вот, который здесь, модель, значит, с резонанс-стабилированием через андреевские уровни, да, вот, потому что там нет андреевских состояний. Вот. Но, в принципе, что там получается-то? То есть сообразить, там не в том ли все дело, что просто прозрачность маленькая. Поэтому всегда получается синус. Мне почему-то кажется, дело не в этом.
А вот, например, Иван Токмаков делал трансмон, в котором он заменил джейсонский контакт тонкой проволочкой гранулированного алюминия. Вот там-то как раз-таки прозрачность, наверное, будет единица, потому что, ну, собственно, тонкая проволочка, она сделана из примерно того же материала, что и массив. Так, а как это так удалось сделать? То есть два разных алюминия в одном этом самом? Ну, по-моему, там даже сама... Надо посмотреть, по-моему, там даже сама емкость сделана из А, спирали. Но в любом случае там она уширяется, то есть м, вот переход как бы из, как бы это назвать, мгм. э, из резервуара в Да, да. тонкую область там такой очень мягкий. Мгм. Вот. То есть, в общем, нужно это держать в уме, если вы с чем-то И, таким и тоже, и тоже работаете. тоже синус получается? Ой, а я не знаю. Они... Я не должен. Надо посмотреть, надо посмотреть. Вот. Ну, в общем, надо быть осторожным с синусоидальной связью. Это действительно, как бы, мы просто привыкли, что мы работаем только с джейсонским контактом туннельным SVS. Вот. А когда мы за рамки SVS контакта выходим, все-таки надо быть осторожным.